Дорогие друзья, добрый день. Не, на английский переводить, видимо, нужно. In English. So, my name is Hisham Negm. Maybe some of you know me from before. Профессор Хишам Негм, кое-кто знает. And I'm from Egypt. And nowadays, Egypt is very famous because of our player who is coming to Russia after a few days, Salah. Профессор из Египта, и Египет сейчас стал очень известен в России из-за футбольного игрока, который через несколько дней прибудет в Россию, игрок Салах. Today, I'll speak about efficacy and safety of frontal sinus stent usage in endoscopic frontal sinus surgery. Сегодня он расскажет об эффективности и безопасности использования стентов, которые устанавливаются в лобную пазуху в эндоскопической хирургии. But before that, I want to express my gratitude to my dear friends, Professor Nakatis, and to my dear friend, Dr. Konstantin Dobrodzov, for inviting me here. В первую очередь хочет высказать огромную благодарность друзьям, профессору Накатису и Добрецову. This picture was taken last year in the same Congress in Krasnoyarsk. Фотография с прошлогоднего конгресса в Красноярске. And another picture with some other suits. Еще одна фотография с другими участниками. And this is to express the российско-египетская дружба. So, starting, post-surgical stenosis of the frontal sinus is a challenging problem for the endoscopic sinus surgeons. Послеоперационный стеноз соустья лобной пазухи – это серьезная проблема эндоскопической хирургии и, соответственно, для хирурга. Maintaining patency of the frontal sinus can be technically difficult for even the most experienced endoscopic sinus surgeons. Установка проходимости лобной пазухи может быть технически сложной даже для очень опытного эндоскопического хирурга. Methods for improving long-term patency of the post-operative frontal sinus include frequent debridement, balloon dilatation of the outflow tract, topical or injected corticosteroids, and stenting. Методы для улучшения длительного нормального дренажа лобной пазухи заключаются в следующем: послеоперационном периоде постоянно туалет полости носа, удаление, соответственно, послеоперационных изменений, баллонная дилатация, топические или системные кортикостероиды и стенты. The frontal sinus stents has become increasingly used by many endoscopic sinus surgeons. Стенты для лобной пазухи стали очень часто использоваться эндоскопическими хирургами. Anatomy of the frontal sinus and recess is complicated. Understanding the anatomy is mandatory before any surgical procedure. Анатомия лобной пазухи и лобного кармана очень сложная, поэтому ее понимание является самым главным перед тем, как приступить к хирургическому лечению. Making precise preoperative evaluation by coronal, axial, and reconstructed sagittal CT imaging is advisable. Нужно обязательно оценить корональные, аксиальные срезы, сагитальные, прежде чем приступить к хирургии. The important anatomical landmarks in the frontal sinus surgery include the types of uncinate attachment, agar cell, types of frontal air cells, and supraorbital air cell. Важными анатомическими ориентирами лобной пазухи, хирургии лобной пазухи являются типы прикрепления крючковидного отростка, клетки агернази, типы лобных воздушных клеток и супраорбитальная воздушная клетка, а также вы видите различные варианты прикрепления на схеме крючковидного отростка. Approaches of the frontal sinus include either external or endoscopic or combined. The external is frontal sinus trephine, external frontoethmoidectomy,
obliteration, osteoplastic bone flap. Доступы к лобной пазухе хирургически делятся на наружный, эндоскопический и комбинированный. Наружный включает в себя трепанацию лобной пазухи, наружную фронтоэтмоидектомию, доступ Линча, облитерацию лобной пазухи и остеопластический костный лоскут. And the endoscopic is either simple drainage procedure like endoscopic frontal sinusotomy or extended drainage or medium frontal sinus drainage procedure, type 1, 2, 3. Эндоскопический три типа. Простой дренаж лобной пазухи, эндоскопическая синусотомия, операция на лобной пазухе, тип 2, расширенный дренаж 2А, 2Б и третье, срединный дренаж лобной пазухи. The aim of our study was assessment of usage and safety of the frontal sinus stent. It was a prospective cohort study. The study included 16 patients, that's 18 sinuses, who were subjected to various frontal sinus surgery according to their frontal sinus disease, with the placement of frontal sinus stent, the Jacobs stent, in each case. 10 males and 6 females. Age of this patient ranged from 4 to 62 years. Целью исследования стала оценка возможности использования и безопасности стентов для лобной пазухи. Это перспективное когортное исследование включало 16 пациентов, 18 пазух, которые проводилось различные операции на лобных пазухах в зависимости от заболевания. И установка стента Якобса в лобную пазуху в каждом случае. 10 мужчин, 6 женщин, средний возраст пациентов от 4 до 62 лет. This is the Jacob frontal sinus cannula, stent. Это стент Якобс. The frontal sinus cannula Jacobs, it prevents the reparative process. It's radio-opaque silicone, flexible and non-reactive, compressible and conforms to the inner diameter of the outflow tract. The daisy flower shaped end provides substantial support. The lumen is adequate to permit ventilation and drainage and is easily cleaned. It's easily applied with no need for sutures. The length of the stent can be altered according to the patient's anatomy and pathology. Данный стент предотвращает восстановительный процесс, вот так написано. Силикон из силикона, он гибкий и нереактивный, может изменяться под разный диаметр, исходя из системы оттока из лобной пазухи. Но, судя по всему, имеет форму клевера и обеспечивает постоянную поддержку в зоне соустья лобной пазухи. И достаточно широкую щель, чтобы обеспечить вентиляцию пазухи и ее дренаж, и, соответственно, ее легкое очищение. Очень легко устанавливается, не требует использования швов. Длина стента может быть определена в зависимости от анатомии и патологии пациента. Treatment strategies, the material method. 15 frontal stents were introduced endoscopically. 3 frontal stents were introduced by combined approach. 1 had a fibrous dysplasia and 2 patients had traumatic frontal CSF leak. 14 patients had a de novo surgery. 2 patients had previous failed sinus surgery. We performed draft 3 drainage with introduction of 2 stents in bilateral frontal ostia. Stenting duration ranged from 2 months to 7 months. Post-operatively, the stent was easily removed in the outpatient clinic by simply pulling the free tip of the stent, which lay within the nasal cavity.
Было установлено 15 стентов из эндоскопического доступа, 3 из комбинированного доступа, 1 у пациента с фиброзной дисплазией, 2 у пациентов с посттравматической назальной ликвореей из задней стенки лобной пазухи. У 14 пациентов это была первичная хирургия, у 2 была ранее неэффективная хирургия лобной пазухи, которой пришлось проводить операцию DRAF-3 с установкой 2 стентов в билатеральные соустья лобных пазух. Продолжительность времени установки от 2 месяцев до 7. В послеоперационном периоде стент легко удалялся в поликлинике просто за свободный край и уходил через полость носа. Here we can see post-operative view of the frontal sinus stent in place on one side and on both sides. На данном слайде вы видите установку в послеоперационном периоде стентов с одной стороны и с обеих сторон после операции DRAF-3. The frontal sinus stent is pulled down into the nasal cavity using giraffe forceps. Стент удаляется через полость носа при помощи щипцов типа жираф. The assessment. We evaluated the ostia, mucosa and aeration through the endoscope, either 3 degrees or 45 degrees, and also through the CT scan. It's either open so that the frontal sinus mucosa itself could be seen, or open but narrow so that the frontal sinus mucosa could not be assessed, or not visible because of the presence of polyps or scar tissues, or closed because of scarring in the frontal opening. Оценка состояния лобной пазухи проводилась по нескольким параметрам. Оценивали соустье, слизистую оболочку, аэрацию при помощи 30 или 45-градусной оптики и при помощи компьютерной томографии. И делилось это на следующий момент. Открыто считалась пазуха, когда можно было увидеть слизистую лобной пазухи. Узкая, открытая, но узкая, когда невозможно было увидеть слизистую лобной пазухи через соустье. Да. И невидимая, потому что присутствуют полипы или рубцовая ткань, и соустье закрыто в связи с рубцеванием в области лобного кармана. The frontal sinus mucosa, first. Out of the 18 cases, we have 14 normal mucosa. 4 out of the 18 are thickened mucosa. We assessed the frontal sinus mucosa through the endoscope and the CT. 13 patients had normal frontal sinus mucosa. 3 patients, that means in 4 sinuses, had thickened mucosa. 2 patients had a traumatic fracture of the frontal sinus, and 1 patient had sinonasal polyposis with thickened frontal sinus mucosa on both sides. Слизистая оболочка лобной пазухи у 14 из 18 пациентов была нормальной, у 4 из 18 была утолщена. Оценка тут проводилась при помощи эндоскопа и компьютерной томографии. У 13 пациентов была нормальная слизистая оболочка, у 3 пациентов 4 пазухи была утолщена слизистая оболочка. У 2 пациентов было травматическое повреждение лобной пазухи, у 1 пациента полипоз с утолщенной слизистой оболочкой лобной пазухи с обеих сторон. Regarding the aeration, 14 patients had an aerated frontal sinus in the CT scan. 2 patients who had opacified frontal sinuses. 1 had traumatic CSF leak, and the other one had fibrous dysplasia. В отношении аэрации лобной пазухи у 16 из 18 пациентов было все в порядке, у 2 пазуха не аэрировалась или вентилировалась. 14 пациентов имели аэрированную лобную пазуху на КТ. У 2 пациентов были изменения, у 1 из них после травматической ликвореи и у 1 фиброзная дисплазия. The ostia opening in 14 patients is 14 open ostia, and 3 ostia were narrow. 1 patient had sinonasal polyposis with revision FES, and 2 patients had a traumatic CSF leak. 1 ostium was not visible. This patient had a traumatic CSF leak. Открытое соустье было
у 14 из 18 пациентов, у 3 из 18 оно было сужено, у 1 из 18 не визуализировалось. Соответственно, у 14, я уже сказал, открыто, у 3 оно было узко, из них у 1 пациента были полипозные изменения слизистой оболочки после ревизионной хирургии, и у 2 пациентов было посттравматическая назальная ликворея. Одно соустье в 5% случаев было не визуализировано, и у этого пациента была травматическая назальная ликворея. So, the results, we can summarize that. Here we can see subjective results. It's 88, or you can see 89% have positive results. Only this percentage, 11% was not. And this is for the opening and mucosa and aeration, and we said that before. Видите, результаты проведенной работы. 88% случаев был положительный результат, в 11, там, чуть больше процентов случаев результат был отрицательный. И далее по цифрам идет открытое соустье лобной пазухи, оценка слизистой оболочки лобной пазухи и аэрация лобной пазухи. Almost 90% positive. Практически 90% положительных эффектов. This is interoperative image showing both frontal ostia after draft 3 before and after stent placement on both sides. Это интероперационная картинка обоих соустий лобных пазух после операции draft 3 перед и после установки стента с обеих сторон. Endoscopic view of the right frontal ostia and left frontal ostia after ostium after stent removal showing thickened mucosa on both sides. Эта картинка показывает соустье с левой и с правой стороны после удаления стентов, и видите, что слизистая оболочка с обеих сторон утолщена. But the opening is open here. Но они при этом открыты. This is for the fibrous dysplasia, CT scan of fibrous dysplasia patient, preoperative and postoperative after stent removal. Это КТ пациента с фиброзной дисплазией до операции, после операции, соответственно, после удаления стентов уже. Mucocele, CT scan of the right frontal mucocele before surgery and 1 week after stent removal also. КТ пациента с мукоцелией правой лобной пазухи до операции и через неделю после удаления стента. Pre-stent coronal CT imaging showing frontal ethmoidal mucocele, post-operative coronal CT scan showing stent in situ. До установки стента КТ у пациента с фронтоэтмоидальным мукоцелем и КТ после операционной, вы видите, стент стоит в полости лобной пазухи. Frontal ostia 2 months later after stent extraction, and we can see the opening well delineated. Соустье лобной пазухи через 2 месяца после удаления стента. In conclusion, we encourage using frontal sinus stent in cases with high probability of restenosis, as in recurrent sinonasal pathology or cases with new osteogenesis and fibrosis in the frontal drainage pathway. И в заключение хотелось бы сказать, что они воодушевлены использованием стентов для лобной пазухи в случаях, когда имеется очень высокий риск рестенозирования и повторяющегося риносинусита, или случаев с неоостеогенезом или фиброзом в области дренажа лобной пазухи. Спасибо за внимание. Thank you very much, Хишам. Есть вопросы? Пожалуйста, профессор Козлов. С какой целью ставить стенд при мукоцеле или пиоцеле? Это абсолютно никакой необходимости. С моей точки зрения, это, может быть, здесь я что-то новое услышу. The question is, what is the goal of using this stent during the mucocele surgery, removing of mucocele?
just to maintain the drainage, because to prevent any other fibrosis or something at the opening due to the surgery, because sometimes dealing with the mucosa may be healed by some fibrosis. Для улучшения дренажа пазухи, потому It что в was некоторых one of the случаях pathologies, yani, все-таки it's not all of them. стеноз It was one of развивается. them. Это была один из случаев такой патологии. Я буду по-русски говорить. Дело в том, что когда вы убираете нижнюю стенку мукоцели, главным является то, что вы убираете эту стенку параллельно либо орбите, либо же медиальной стенке, там, среднюю раковину или перегородки носа. Тогда никогда не будет рестенозирования в принципе. Если сделать просто отверстие, я коллегам рассказываю, просто отверстие сделать в стенке мукоцели, оно закроется по-любому, стентируя или не стентируя. I just pointed out my opinion about this, because I did many cases with mucocele and POCele, and if you create only a small hole, even big hole, even 2 centimeters hole, it will close, maybe in 2 months. But if you remove inferior wall of the mucocele in the border to orbit or in the border to middle turbinate or to septum, never Never close. close. Okay, thank you.